Всем привет! Для меня лучший способ успокоить нервы – это снять очередное качественное и интересное видео, которое мои зрители смогут по достоинству оценить. 1 декабря на канале стартовало голосование за десятку лучших складных ножей, а некоторое время после этого на канале ютубера с ником Вовуха, я дам ссылку на его канал в описании этого видео, у него стартовало голосование за десятку лучших фикситов. Я очень этому рад и очень благодарен ему за проявленную инициативу и за то, что он взял на себя эту ответственность, потому что это на самом деле огромная работа по подсчету всех голосов. И мою десятку ножей с фиксированным клинком я хочу представить в виде видеоответа. Как вы знаете, я очень большой поклонник именно складных карманных ножей, а с фиксидами у меня отношения, скажем так, не такие близкие, у меня не настолько много с ними опыта, и моя коллекция фиксидов вообще не такая большая, чтобы я мог на самом деле делать какие-то очень серьезные выводы. И вот несмотря даже на то, что у меня там не хватает каких-то знаний и ножей-то у меня не так уж много, сложить вот эту десятку оказалось довольно-таки нетривиальным занятием. И главная проблема, с которой я столкнулся, это то, что мои фиксиды очень четко подразделяются на такие вот боевые ножи, которые задумывались для поражения живой силы противника, и хорошие ножи для бушкрафта, какие-то хозяйственные ножи, охотничьи. И вот как-то скинуть все это в одну десятку, в конце концов оказалось просто невозможно. Потому что, на самом деле, представьте себе ситуацию, когда вы должны сравнить что-то такое вот. Понятно, что за нож, для чего, или что-то вот такое вот. Посмотрите на это жало. Скажем так, с морой, например. Но это нереально, это просто нереально, мужики. Поэтому, мне кажется, по боевым ножам можно сделать отдельную десятку. В этом видео я хочу показать десятку ножей, которые лично я считаю хорошими, надежными, рабочими ножами. Некоторые из них попали в эту десятку, скажем так, авансом, или для того, чтобы заполнить какие-то пустоты, но я уверен, что каждый из этих ножей, он очень хороший. Здесь вот, нету плохого ножа, я уверен в этом. И давайте начнем. Начинаем с первого места. На первом месте нож Bark River Bravo 1 со сталью 3V. На мой взгляд, Bark River Bravo 1, на данный момент, по моему опыту, это просто король фиксидов. Нету ни одной работы, с которой бы этот нож не мог справиться. На втором месте вот такой замечательный нож Benchmade Rand, модель 515 со сталью D2. Просто шикарный нож, очень-очень удобная рукоять, классный рабочий клинок, тонкое сведение, твердая сталь. Отличный нож, по праву занимает свое второе место. На третьем месте у нас нож, к которому я, честно говоря, до сих пор присматриваюсь. И это вот этот вот нож Falkniven F1. Проблема в том, что у этого ножа существуют еще более продвинутые модификации по стали и по его
обработки, скажем так, и комплектации. То есть существуют кастомные версии ножа F1 со сталью 3G. И вот тот нож я бы хотел попробовать в работе и сравнить с вот этим на самом деле. Потому что, ну, насчет этого ножа мое мнение пока что окончательно не сложилось. Вроде бы нож неплохой, но буквально на моих глазах у человека отламывался кончик на таком ноже, и это было очень неожиданно и неприятно. На 4-м месте нож SOG Field Pup. Старая версия со сталью AUS 8. Просто отличный нож. Несмотря на то, что он ну, такой прямой конкурент Море и по цене, и по своим размерам, каким-то габаритам, по своей харизме этот нож очень сильно обгоняет Мору. Ну просто очень сильно. Он так классно сидит в руке, у него форма такая хищноватая, но при этом он не теряет своей способности быть хорошим универсальным ножом. На 5-м месте нож, которым я немного поработал и который произвел на меня очень сильное впечатление в плане своего дизайна и продуманности. Это нож фирмы Tops, модель Fieldcraft. Этот нож создавался в сотрудничестве с организацией Brothers of Bushcraft, которые проявили свое участие в дизайне этого ножа, сказали, что бы они хотели видеть, как бы это должно было быть. И это очень сильно отражается на этом ноже, и правда. 6-е место. Изула 2. Да-да-да, именно Изула 2. И вы увидите ножи, которые вот на оставшихся 4 местах здесь. И, конечно, наверное, очень удивитесь, как Изула могла их обогнать. Но мне все-таки не хочется ставить крест на маленьких фиксидах. Они мне очень сильно импонируют, они мне нравятся. И я считаю, что некоторые виды работ они все-таки могут исполнять и притом являются гораздо более прочными в сравнении с складными ножами. Поэтому, ну, Изулка это один из немногих вообще фиксидов, которые у меня есть, и еще из более немногих мелких фиксидов. Но он очень хорош, очень хороший маленький нож. 7-е место. 7-е место занимает этот прекрасный нож. Чемпион рейтинга, если бы рейтинг был по соотношению цена-качество, то, конечно, это абсолютный чемпион. Mora Bushcraft Force. Ну или какая-нибудь другая Mora, но в данном случае Bushcraft Force. Нож, который мне очень нравится. На 8-м месте нож, из-за которого, в принципе, я немного и задержал вот, выкладывание видео с моей десяткой. Он ворвался в мою коллекцию буквально вот в самом конце 2012 года. И попадает он сюда, конечно, огромнейшим авансом. Но, тем не менее, это очень серьезная заявка. Буси SAR4. У меня до этого уже были ножи из, скажем так, семейства Буси от фирм Scrap Yard и Swamp Rat. Ну, я ожидал от этого ножа нечто подобного, но когда я достал его из коробки, это просто срыв мозга просто. Это что-то невероятное, я вам честно говорю. Я не знаю, как он там
режет, наверное, гораздо хуже, чем Барк, чем Мора, как бы, без базара. Но это, наверное, самые крепкие ножи в мире, которые есть, и это подтверждено самыми жесточайшими тестами, которые проводились и на русскоязычных форумах, когда рубилась кромка в кромку. Вот именно вот этот нож SAR-4 участвовал вот в тех вот знаменитых мудацких тестах, когда был взят нож модель К9, я не помню от кого, там обух 7-8 мм, они были поставлены кромка в кромку и просто рубилась. В конце тот К9 сломался, хотя от очень именитого производителя, а Джерри Буси даже бровью не повел на Blade Forumсе. Сказал, ну нормально ребята порезвились. Это просто невероятно. На 9-м месте один нож, который в этом году произвел на меня просто огромное впечатление. Вот я вот увидел его первый раз в видео, и мне сразу же захотелось его купить. Вот прям сразу. И когда я достал его из коробки, я получил просто какие-то сумасшедшие впечатления. Он просто порвал меня. Просто шикарный нож. Бак Панк. Я до конца тоже еще не попользовался этим ножом, но он имеет некоторые качества, которых я вот не наблюдаю ни на одном из ножей из моей десятки, и мне очень хочется изучить его поглубже и поближе. Но я вам отвечаю, как бы за свои деньги, он стоит около $100, это просто невероятный нож. И когда я стал думать, какой же нож попадет на 10-е место, я зашел в тупик, и поэтому, ну, в виде исключения, очень прошу Вовухи дать по 1 баллу 2 ножам. Вот я хочу на 10-е место поставить 2 ножа, которые, на мой взгляд, вот очень разные на вид, но по своей работе, по предназначению они равнозначны. И потому, как они работают, они тоже равнозначны. И я бы вот не мог выделить ни один из них, что он лучше другого. Я обоими поработал. И вот, ну, такое чувство, что вот близнецы, если закрыть глаза, вот рез одинаковый, да, открываешь глаза, вот ножи абсолютно разные. Вот какая-то такая ситуация. Это вот эти вот 2 ножа. Scrap Yard Siko 511, это нижний нож, и верхний это N-Track Bravo 11. Сейчас я покажу их по отдельности. Siko 511 это просто кусок железки с каким-то сумасшедшим черным покрытием, на который наплавлена резиновая рукоятка. Но когда его берешь в руки, ты понимаешь, что больше ничего не надо. То есть этим ножом можно просто все крушить, ломать, резать, долбить, рубить, строгать, все что угодно. То же самое здесь. Обух миллиметров 7, наверное. Намертво приклеенные и прикрученные микартовые накладки. Толстое сведение, естественно. Я просто этот нож еще даже не мыл после последних походов. Но вы видите, что он у меня в поюзе, в очень жестком. И ему ну, просто ничего не происходит. Прекрасно закаленная сталь 440C. Просто бомба. Вот эти 2 лома я хочу вместе поставить на 10-е место. Ну все, вот такая вот десятка получилась. Совсем, наверное, не такая консистентная, как десятка моих складных ножей. Но мне нравится такое разнообразие. Вот, я аккуратно подхожу к теме фиксидов, вот, не боевых, таких вот рабочих фиксидов. И мне нравится каждый раз узнавать что-то новенькое. Надеюсь, вам понравилась моя десятка, было интересно. Спасибо за просмотр. Пока.
Бай-бай.